Бар на окраине Хьюстона гудел от громкой музыки и смеха. Воздух был пропитан дымом и запахом дешевого алкоголя. В этом хаосе почти незаметно сидела Клэр, женщина в простых джинсах и светлой рубашке, тихая и неприметная. Она выбрала самый дальний столик и пила обычную содовую, стараясь не привлекать к себе внимания. На таких местах она давно разучилась чувствовать себя спокойно, но в ту ночь ей хотелось просто посидеть в тишине, хотя бы внутренне. Покой нарушился, когда в бар ворвались несколько байкеров, шумных, пьяных и уверенных, что любое пространство принадлежит им. Их лидер, коренастый мужчина по имени Рик, заметил Клэр сразу. Ее спокойствие и одиночество показались ему вызовом. Он приблизился, окруженный своими дружками, и навис над ней, пытаясь подавить одним своим видом. Когда она не отреагировала, Рик резко схватил ее за ворот рубашки. Ткань лопнула, и в ту же секунду бар замер. На плече Клэр проступила татуировка, эмблема морской пехоты США, орел, земной шар и якорь. Знак не просто службы, а долгих лет, проведенных на передовой. Выражение лица Рика изменилось, а его друзья перестали ухмыляться. Даже бармен поставил тряпку на стойку и следил за происходящим, не решаясь вмешаться. Клэр медленно поднялась, поправляя разорванную рубашку, но не скрывая татуировку. Ее взгляд стал твердым, таким, который появляется у людей, прошедших через огонь войны и потерь. В тишине, которая давила сильнее громкой музыки, каждый в комнате понял: перед ними стоит не хрупкая женщина, а человек, знающий, что такое настоящая опасность. Клэр не угрожала и не повышала голос. Просто ее спокойствие само по себе говорило громче любых слов. Рик хотел было продолжить, но потерял поддержку собственной компании. Один из его друзей, седобородый мужчина, тихо напомнил ему, что перед ними морской пехотинец. Атмосфера изменилась, теперь именно Клэр контролировала ситуацию. В конце концов Рик отступил, бросив несколько бессильных слов, и покинул бар вместе со своей группой. Жизнь заведения медленно возвращалась к привычному шуму, но отношение к Клэр резко изменилось. Люди смотрели на нее иначе, с уважением, которого она не искала. Она выпила остатки содовой, оставила деньги на столе и вышла в прохладную ночь. Снаружи она остановилась у своего старого пикапа и подняла глаза к звездам. Татуировка на плече была не украшением и не причиной для гордости. Она напоминала ей о друзьях, которых она потеряла, и о той части жизни, которую невозможно забыть. Среди них ее подруга Лиза, погибшая на последнем задании. Клэр знала, что никогда не станет человеком, который ищет конфликт, но сегодня она вспомнила: сила не всегда в громких поступках. Иногда она живет в тихих людях, которые уже однажды прошли через испытания и не сломались. Город быстро разнес слухи о женщине, которая одним своим присутствием остановила весь байкерский бар. Но Клэр не думала ни о легендах, ни о впечатлении, которое произвела. Она просто ехала домой, чувствуя, что впервые за долгое время вновь стоит твердо на ногах. Ее татуировка была не чернилами. Это был след той жизни, где она научилась выстоять в самых тяжелых моментах. И любой, кто посмеет недооценить такую силу, узнает свою ошибку так же, как узнал Рик.